Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о вещах, о предметах в вашем доме, которые прямо вот срочно нужно выбросить, избавиться от них, чтобы в ваш дом вернулся достаток, благополучие и здоровье. Что это за вещи? Далее в этом видео. Друзья, прямо сейчас ставим лайк этому видео. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Еще раз ставим лайк и слушаем информацию. Вы знаете, очень многие люди задумываются над тем, почему у них не задерживаются деньги. Как только появляются деньги в их жизни, они очень быстро исчезают. И как бы ни старался человек, а увеличить свое благосостояние никак не может. И такая проблема есть у многих людей. И справиться с ней удается не всем. И, конечно же, здесь возникает вопрос, а что же нужно сделать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, в кардинальную сторону? И вы знаете, правда состоит в том, что никто не задумывается над тем, что в доме могут присутствовать вещи, присутствовать определенные предметы, которые притягивают безденежье, нищету, которые вам не дают избавиться от бедности. Конечно же, вещи могут обладать негативной энергетикой и кроме вреда в виде проблем с деньгами, в личной жизни и даже со здоровьем ничего хорошего не приносят. От них лучше избавляться по принципу, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше для вас и для ваших членов семьи. Ибо они будут отрицательно влиять на вашу жизнь, притягивая в нее как магнит нищету, неудачи и всевозможные проблемы. Какие же негативные вещи нужно немедленно убрать из вашего дома? Что же притягивает нищету в ваш дом? Очень многие любят украшать свой дом засушенными или искусственными цветами. Если таковые есть у вас, то, пожалуйста, не удивляйтесь, почему в вашей жизни что-либо не так. Таким цветам свойственна очень сильная разрушительная энергетика. Они опасны для всех членов семьи, потому что они притягивают бедность, несчастье или проблемы со здоровьем. От таких элементов декора нужно немедленно избавиться. Заменить их лучше на живые цветы в горшочках, которые обладают денежной энергетикой, которые заряжают живущих в доме хорошим настроением и повышают жизненный тонус. Обратите внимание, когда в вашем доме живые цветы, вы им уделяете внимание, вы за ними ухаживаете, вы дарите им любовь, а они в свою очередь вас радуют своим цветением, своей зеленью и так далее. И здесь происходит у вас определенный обмен энергиями. А теперь возьмите искусственные или засушенные цветы. Что у вас происходит? Вы их где-то положили на полочку или поставили где-то, и они у вас только принимают пыль и грязь на себя. Вы даже на них не обращаете внимания. Да, для декора красиво, но скорее всего, когда придет соседка и расскажет: ой, какая же у тебя красивый цветочек. И на этом все. Но, друзья, также обращаем ваше внимание, что это не относится к цветам, засушенным цветам, которые куплены в великие праздники, потому что это особые цветы, и, как правило, вот такие засушенные цветы должны находиться в красном углу. Помните, пожалуйста, об этом. Далее, если у вас на кухне имеются чашки, тарелки, хотя бы с незначительным сколом или трещинами, и вы продолжаете пользоваться такими вещами, убеждая себя в том, что эти изъяны незначительны, то вы, к сожалению, поступаете необдуманно, ибо такая посуда содержит в себе столько негатива, что хватит на всех членов семьи. Такую посуду нужно убрать из дома, дабы она не привлекала в вашу жизнь нужду. Вы должны знать, красивая посуда – это символ достатка и благополучия, и она наполняет ваш дом светлыми энергиями. Обратите внимание на старинные фильмы, где четко показана жизнь богатых людей. У них всегда на столе какая посуда? Белая, с золотистым обрамлением и с какими-то интересными орнаментами. Все аккуратненько сложено, белая скатерть. И вы знаете, это неспроста, поэтому задумайтесь. Кроме того, прямо сейчас после просмотра этого видео полюбите себя и начните пользоваться красивой посудой. Выбросите старое, но не нужно вам эта энергия плохая.
Многие также не спешат расставаться со старой одеждой и обувью. И вы знаете, этот хлам хранится в шкафах, на антресолях, в надежде на то, что когда-то наступит такой момент, ну а вдруг это все пригодится. Если у вас такой хлам имеется, то не удивляйтесь тому, что вас преследует постоянная бедность. Потому что старая одежда, обувь, она накапливает в себе отрицательную энергетику, которая вызывает застой в делах, депрессию у живущих в этом доме. От таких вещей нужно избавляться, освобождая место положительным энергиям. А также нужно избавляться от вещей, которыми вы не пользовались в течение нескольких лет. И не забывайте, пожалуйста, обновлять свой гардероб, этим привлекая в свою жизнь положительные энергии и впуская в свою жизнь только хорошие и благополучные перемены. Также обращаем ваше внимание, что любите себя и хотя бы время от времени покупайте себе какие-то интересные вещи. Также, если вы живете в больших городах, вы знаете, что у вас есть торговые центры, где представлены магазины, и там есть такое понятие, как распродажи. Не можете себе позволить во время нового сезона купить вещи, купите на распродаже. Бывают очень шикарные вещи, которые во-первых, они новые, а во-вторых, они действительно будут радовать вас, носить их в удовольствие. Далее обращаем ваше внимание на зеркало. Зеркало также обладает свойствами накапливать в себе отрицательные энергии, поэтому надбитое или треснувшее зеркало может привлечь в дом нищету и различного рода проблемы. Нельзя смотреть в такие зеркала, так как этим с каждым разом вы все больше и больше будете притягивать негативные энергии, а с ним и различные проблемы, которые будут мешать вам быть счастливым человеком. Поэтому, если в вашем доме есть такое зеркало, без промедления замените его на новое. Также обращаем ваше внимание, что у многих девушек, женщин всегда в косметичке, в женской сумочке всегда есть зеркальце. Пожалуйста, обращайте на него внимание, хотя бы время от времени протирайте соляным раствором. Далее фотографии, друзья, которые хранятся у вас в доме. Помните, они должны вызывать у вас только положительные эмоции, а вот тем, которые вызывают у вас какие-то неприятные воспоминания, слезы, огорчения, не место в вашем доме, потому что они тем самым отпугивают и удачу, и богатство, и благополучие. Также плохой народной приметой считается и хранение в доме сломанных часов, так как это является предвестником того, что к вам приближается бедность. Если вы можете починить такие часы, почините. Если нет, то избавляйтесь. Не думайте об этом. Также никогда не храните в доме вещь без пары, потому что вещи-одиночки – это признак потерь различного рода, в том числе и в финансах. Также у людей, которые не расстаются вовремя с такими вещами, в доме возникают постоянные конфликты, ссоры, какие-то недомолвки. Что мы имеем в виду под парой? Например, это могут быть те же варежки, это могут быть ваши носки. Также это может быть, например, набор из 2 чашек или из 2 тарелок. Вот это все является парой. Если что-то, то есть изначально на энергетическом плане это заложено как пара. И поэтому обращайте на это внимание. Далее, убирайте залежавшиеся газеты, журналы. Это очень сильный сборник негатива, так как в них часто печатались сообщения о бедах, о каких-то преступлениях, о беспорядках, о финансовых кризисах и так далее. Поэтому весь этот негатив, стекая со страниц печатных изданий, попадает в ваш дом, наполняя и, к сожалению, отравляя вашу энергетику и препятствуя поступлению положительных энергетических потоков. Поэтому немедленно избавляйтесь от этого печатного хлама. Также, друзья, к бедности может привести и прошлогодний календарь, по которому вы прожили целый год. Помните, он наделен достаточно великой силой, которая будет тянуть вас в прошлое. Поэтому для того, чтобы наполнить дом светлой энергией, выбросите старый календарь и повесьте новый календарь, где вы будете отслеживать вновь запланированные дела. Зарядитесь позитивом и будьте уверены в благополучном их исходе. Благодаря сейчас календари есть различные, даже есть с запахами. Приобретите такой, и чтобы каждый раз, открывая, например, новый листик в календаре,
вас это с чем-то ассоциировалось, только с хорошим, с добрым. Также, друзья, обращаем ваше внимание, что с помощью веника вы можете привлечь в дом богатство и удачу, потому что веник – это все-таки символ достатка. Однако изношенный веник, наоборот, может привести вас к бедности, поэтому его нужно своевременно менять. Старый веник выбрасываем по правилам и как можно подальше от вашего дома. Друзья, убирайте все эти предметы своего дома, вещи, которые содержат в себе негатив. Таким образом, вы сможете избавиться от энергии нищеты и сможете привлечь в свою жизнь удачу. Это нужно делать своевременно, дабы обезопасить себя от нищеты и от неприятностей. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. С вами, как всегда, был канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами, друзья, услышимся уже в следующем видео.